Сейчас Андреа покажет нам короткую демонстрацию возможностей продукта для того, чтобы вы все сложили представление о том, какие возможности у этого продукта есть. Это табличные формы, которые вы можете использовать прямо непосредственно внутри QlikView. Эти таблицы динамически подхватывают данные из документа QlikView. In this example, we are entering sales budget data by product, which is by row, and by month, which is by column. В этом случае мы оперируем данными по плане продаж, по продуктам и по периодам. You can see that if I change the selections in the QlikView document, this will change the filtering of the grid. Вы заметили, что когда я меняю отборы в QlikView, вот мы видим изменения и в таблице тоже. I can use the grid to enter data, so I can start entering. Я могу вводить данные непосредственно в ячейки этой таблицы. I can use also shortcuts like equal and the value, and it will set the same value to the right. Я могу использовать формулы для ввода информации и распространения ее там на продолжение строки. Or shortcut plus, so it will add plus 120. Или такую функцию ввода, как формулу увеличения значения с каждой последующей колонкой. I can use the toolbar to copy a row and then go somewhere else, paste the row. Здесь работает функция copy-paste. Вот, можно скопировать всю строку вот, целиком. At any time I can change the totals and it will spread back to the cells, so I can. В любой момент времени я могу изменить итоговое значение строки, и оно будет распределено методом обратного распределения на другие колонки и строки. I can block the totals if I want. Я могу заблокировать некоторые итоги, если мне это необходимо. So the total is fixed and all the other columns they change. И, как вы заметили, у нас изменилось значение той ячейки, которую я изменил. Вот, итог у нас остался, а разница, которая возникла между вводимым значением и исходным значением, распределилась равномерно на все другие колонки. In the same way, I can also lock the column totals. Мы также можем заблокировать и итоги по колонкам. And then I can save. И в конечном итоге, после того, как я ввел данные, я могу эти данные сохранить. It is not possible technically to write straight into the QlikView data model. Поскольку это невозможно по данной технологии записывать данные непосредственно в модель данных QlikView, what happens is that the grid, when the user saves, send the data to the KliqPlan web service, which use a relational database, SQL Server, Oracle. The only requirement is that it's already be accessible to write the data in what we call a buffer table, and then the data are loaded back. Таким образом, когда пользователь сохраняет какую-либо таблицу внутри QlikView, эта операция подхватывается веб-сервисом QlikObject, который записывает их в какую-то из баз данных, это могут быть SQL или Oracle, вот, во временной таблице, которая затем загружается обратно в QlikView стандартными средствами загрузки QlikView. And in doing this, we are also managing automatically all the trade fields, because by single record or cell in the grid, we are recording the user, date and time. У таблицы в СУБД используется также для обеспечения аудита того, какой пользователь когда записал какую информацию в нашу бюджетную модель. So I will show you that when I save from QlikView, then I will have to reload the document. The reload can be interactive if you are using the desktop. If we are using the browser, accessing the document from the server access point, the QlikView access point, we can trigger an EDX task to reload the document on
В случае использования, то есть я вам потом покажу, как эти данные перегружаются в QlikView и как мы их видим. В случае десктопного решения эти данные перегружаются автоматически для решения на веб-сервисе. Есть специальная возможность эти данные перезагрузить и увидеть, как они выглядят уже в приложении QlikView. This reload part probably in the future will go away because we were part of the beta tester of the new QlikView 11.2, the direct discovery, where you can keep the data in a hybrid model, part of the data in a relation database. So if the budget data, we manage the budget data with direct access, with direct discovery to the new release, we can avoid also Возможно, это цепочка перегрузки данных в скором будущем уйдет, потому что KTLabs является бета-тестером последней версии QlikView, и сейчас разрабатывается модель, которая позволит избежать этой перегрузки и писать данные непосредственно в вспомогательной таблице QlikView. 11.2 выходит в декабре, поэтому в следующем году можно ожидать, что такая функциональность появится. Quick look of some other functionalities. An important thing is that everything is driven by QlikView expressions. Немножко больше о функциональности. Важный комментарий, что все возможности продукта обеспечиваются знакомыми вам выражениями QlikView, экспрессионами. So, for example, we can have what we call a base expression, a reference, with, for example, the previous year sales. К примеру, мы можем иметь базовое выражение, которое определяет прошлогодние продажи. Сейчас я перезагружаю данные, которые мы только что ввели в таблицу. The base is, let me switch to a different version, so is that. So the base expression is a reference that we can use when we enter the data. База, в данной таблице обозначает значения, которые мы использовали как основные, когда мы вводили данные. И он показывал прошлогодние продажи. I can enter the number as before, but since I have also the difference and the percentage of variance, I can also add the variance. So if I want to do 20% more, it will recalculate. В данном случае, насколько я понимаю, мы смотрим на первый revision, то есть на первую итерацию согласования бюджета. И когда мы видим итоговые таблицы, мы можем их тоже изменять. И в данном случае, когда мы видим, что отклонение у нас 100%, мы можем на самом деле, для того, чтобы поправить цифры, мы можем не только изменять сами значения, но и процентные значения, и они поправят и исходные значения. Or I can simply use this button to set the input equal to the base, means the budget equal to the previous year sales. Или мы можем использовать такую кнопку для того, чтобы импортировать данные о прошлогодних продажах и сделать их бюджетными для будущего года. И после того, как мы это сделали, мы можем скорректировать значения так, как мы хотим. Это может быть простым способом быстрого создания бюджета на будущий год на основе значений текущего года, фактически. There are a lot of features that we are not going to be able to see, but among the others, I can copy the entire grid like this, and then I go to a different version. I'm not, so it's empty, and I do paste. На самом деле в продукте очень много всяких фишек и функциональных возможностей, которые мы не будем сегодня рассматривать. Но как один из примеров того, что мы можем скопировать всю страницу, перенести ее в Revision 2,
Вот, и тут как бы еще внести какие-то правки. Can you please overview the tabs that you have in this file, so we will just have a overview of a glance. What can budget model be consist of? Let me just say very loud. So. Работать с бюджетными данными, с любым уровнем агрегации, который у вас используется в бюджетной модели. KliqPlan using automatically the data hierarchy will allow the user to work at any aggregation level, will spread back the data down. Ну, KliqPlan позволяет работать с самыми разными уровнями иерархии и, соответственно, агрегации бюджетных данных. Okay. This can be done along the hierarchy. With KliqDriver, you will be using allocation drivers calculated by QlikView. В случае с просто KliqPlan вы работаете с измерениями, которые есть в QlikView. Вот, в случае, если вы используете KliqDriver, то вы сможете работать с теми измерениями и с теми значениями этих измерений, которые рассчитаны вот, предложением для локации затрат. То есть, если мы говорим о распределении бюджетных затрат на будущий год по продуктам или по центрам прибыли, вот, то, насколько я понял, будут использованы те фактические значения, которые, допустим, были рассчитаны KliqDriver. For example, also allocate the indirect costs based on different drivers. I told. Yeah. This is an example where we show the fact that we can lock the data entry based on, again, a QlikView expression. So each cell can be locked based on a logic, on a QlikView expression. In this simple example, we are locking the month that in this data set are actual from January until July. So the user can enter data only from August onward. Ну, в данном примере видно, что у нас закрываются для редактирования те значения, по которым у нас уже зафиксированы факты. Таким образом, пользователь мы можем использовать различные выражения для этой цели, вот, и различную логику блокирования ячеек. Но в данном случае вот, блокируются те значения, по которым уже есть факты, и пользователь не может поправить бюджет под факт или план под факт. Например, если я даже изменю итоговое значение, защищенные ячейки у нас не будут изменены, изменятся только те ячейки, по которым у нас есть, которые еще открыты для редактирования. Since everything is driven by QlikView expressions, we can also decide what we want to show. In this example, we are displaying actual sales for the closed months. So the first 7 columns are displaying the actual sales of the first 7 months. And then from August, we are displaying the budget. This simply is, again, as everything in KliqPlan, set with the expressions. Здесь все сделано на выражениях QlikView, вот, и мы можем оперировать этим языком для определения всего, что здесь есть. Вот здесь у нас в таблице видно как бы фактические значения, там где у нас они зафиксированы, да, вот, и бюджетные значения на оставшиеся месяцы. If the month is closed, we are displaying the previous year, the actual sales, otherwise you are displaying the budget. Здесь вот в этой формуле, кто разрабатывает, поймет, если месяц закрыт, то используй как бы вот это значение, если он открыт, то это там другое значение. Just an example. Everything is driven by QlikView expression, which is the important thing. Это только пример, вот как бы, но мы должны понимать, что все конфигурирование в KliqPlan осуществляется выражениями QlikView, которые вы уже знаете. We can also have calculated columns and just show you slide where we are in units price. У нас также есть функциональность вычисляемых колонок. Not only we can
numbers, but we can use KliqPlan also to manage flags. In this case, the month close flag, which is telling to the system if the month is actual or not. But in a budgeting, a planning model, very likely you will need to manage configuration tables, and this is a way of managing this. Можно управлять настройками системы не только путем числовых значений или структуры таблиц, но и такими вещами, как флаги. Например, здесь показаны закрытые колонки, закрытые периоды. Вот, и с помощью таких вот настроечных возможностей можно выстраивать свои решения по бюджетированию. I just closed, for an example, August and September. If now we go back. Сейчас я закрыл август и сентябрь, и если мы сейчас вернемся в ту таблицу, которую мы видели, то мы увидим, что эти колонки закрылись для редактирования. We can also allow the user to select from a list of values. Мы можем также предлагать пользователю вводить значения из заранее определенных списков, which can be used to build a workflow kind of application when we manage the workflow, the budget workflow. Это в частности используется для управления бюджетным рабочим процессом, когда мы устанавливаем статусы по различным частям бюджета. The fact that, sorry, I repeat myself, but it's important that everything is driven by expressions. Okay. I've already accentuated that. Okay, then I have to translate that. Means that, for example, we can build with a simple interface. We can build a very rich user application. For example, here we are changing the level of the input simply by a button, by clicking a button. I'm entering data by brand or by product line or by product. С довольно простыми возможностями мы можем создавать довольно серьезные приложения с довольно серьезным интерфейсом, который легко воспринимается пользователем. Вот, например, здесь мы можем вносить информацию по брендам, по продуктам, по линиям или по продуктам. In this case, the field we are displaying by row is taken from a variable in the document, and the buttons are changing the variable in the bottom. Да. Здесь мы, например, вот определяем, в какой детализации выводить по значению поля в документе, вот, которое подвязано под определенную кнопочку. Okay, maybe I can show just one last thing, the smart paste, Anthony. Smart Paste from Excel, a way to quickly and simply. Да, у нас еще есть один объект такой интересный, это умная или функциональность умное копирование из Excel. The idea here is to provide an easy way to take data from outside, very likely in spreadsheet, and quickly copy them, paste them into KliqPlan and therefore in QlikView. Эта функциональность позволяет взять данные из внешних источников или других там подразделений или файлов, к примеру, из правила Excel, вот, и легко перенести их в KliqPlan. Если мы скопируем это из Excel и вставим это, то KliqPlan is automatically cleaning up and matching the data, detecting the codes, the fact that we have products by row, and it has ignore any label, any subtotal, but it just gets the right data in the right. Smart Paste автоматически вычистит данные от пустых строчек, от ненужных кусков справочников, вот, и от итоговых значений, вот, и внесет в систему только те данные, которые относятся к бюджету. Можно вносить данные целиком или по кусочкам, вот, и KliqPlan их консолидирует после того, как это все будет внесено.
2 hours if you want. Да, мы можем продолжать так много, вот,